Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу сделать мастер-класс вот по этому роскошному жакету, который вяжется несложными узорами, но модель будет требовать внимания, так как здесь идет чередование узоров, девочки, и это чередование, естественно, должно быть симметричным и гармоничным, правильно? К тому же хотела бы отметить такой очень красивый, приятно розовый брусничный цвет, который придает женственность, очаровательность модели, согласитесь, да? Вот, жакет, конечно же, он нарядный, согласитесь, он нарядный, да? Его можно одеть и к брючкам, и к юбочке, да? Смотрится визуально стройнит, потому что, смотрите, фигура будет удлиняться за счет вот этих вертикальных полосочек, да. Вот кокетка, очень красивая кокетка оформленная с переходом в рукавчике, узор такой. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. В общем, модель мне нравится, очень понравилась модель. Сразу я, как ее увидела, думаю, ну все, мастер-класс надо делать. Несмотря на кажущуюся как бы сложность сочетания вот этих узоров. Действительно провозилась девочки целый день, чтобы составить описание. Описание будет у нас на много размеров с 44 по 54 размер, поэтому я считаю, модель подходит на любой возраст и на любой размер. Будет отлично сидеть. Классика никогда не устареет. Итак, как всегда в нашем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц. Мы с вами свяжем образцы всех этих узоров. Мы с вами сделаем расчет плотностей. И дальше будем детально прорабатывать инструкцию по вязанию данной модели. Вот. Описание, то есть результат нашего труда сегодняшнего мастер-класса будет выложен под видео в виде текста, то есть описание будет у вас очень под рукой, очень удобно. Смотрите под видео. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Для вязания этого красивого жакетика я выбрала пряжу Alize Lana Cotton. Значит, цвет у нас, смотрите, и по составу, и по метражу. 50 грамм, 160 метров. Состав очень хороший. 20% шерсть, 26% шерсть, 26% хлопок. И остальное это акрил. Турецкая пряжа очень хорошего качества. Ниточка хорошо скручена. Мы будем использовать с вами спицы 3,5. Вот так выглядит у нас моточек 50-граммовый. Вот здесь уже я что-то вязала, то есть он тут не целиком, да. И так вы уже видели этикеточка. Теперь обращаю, значит, свое внимание на наш образец, который мы будем сегодня вязать. Здесь у нас 3 узора участвуют, в принципе. Значит, ну, более подробно по схемам и по узорам чуть позже. Сейчас я вот вам просто демонстрирую, как это выглядит. Так, ну и давайте сразу же к схемам мы перейдем. Перед вами схема узоров 1 и схема узора 2. Схема узора 1 это вот эта схема на 11 петлях раппорт. Схема узора 2 это вот эта схема на 6 петлях раппорт. Вот. Делайте скрин. Вот они у нас в центре. Схема 1 и схема 2. В сумме это 17 петель. Видите, раппорт. Мы так и будем в описании писать схема 1, схема 2 на 17 петлях. Так, вторая схема узоров, которая у нас также схема, это кокетка. Здесь очень легко.
Здесь, смотрите, такой нюанс, сразу объясняю. Схема 3 называется эта схема для вязания кокетки. Нюанс в чем будет заключаться? Дело в том, что у нас с вами будет платочная вязка идти 4 зубчика, то есть это 8 рядов, но ряды будут начинаться с изнаночной стороны, отсчет идти. И тогда у вас получится не так, как у меня связано на образце, я провязала как положено, переход у меня от схемы 1 и схемы 2 к схеме 3 вот этой кокетки оказался немножечко не таким, как, наверное, запланировал дизайнер этой модели. То есть в последнем ряду последний изнаночный ряд вязать не нужно, когда вы переходите от одной схемы к другой. Вот. И сразу приступайте к вязанию схемы 3. То есть изнаночный ряд не вяжете в последнем раппорте схемы 1 и схемы 2, а сразу вяжете лицевые петли. Да, там у вас платочная вязка идет. И вот вы связали 8 рядов, и далее вот у вас все хорошо получается вот в этой верхней части раппорта. Вот раппорт на 12 рядах у нас вяжется, схема 3. Кстати, про те схемы я не сказала, но я буду, когда будем вязать образец, я тоже повторюсь, что на схеме 1 у нас с вами раппорт в высоту составляет 10 рядов, и на схеме 2 4 ряда всего. Ну, это все будет озвучено, когда будем вязать, это понятно, да? Мы провяжем все 3 схемы. Схема 4, схема 5. 4, вот эта схема 4, она у нас будет нужна только для вязания планок. Правая планка вяжется по этой схеме, левая вот по той, которая вот эта, крайне левая. Это левая планка, полочка вяжется. Так, все нюансы будут у нас обговорены чуть позже, когда мы свяжем образец, определим плотность, девочки, и там я начну вам показывать схематично, как располагаем друг за другом последовательность узоров, то есть будем схематично все это рисовать, и я буду объяснять. Вот, и вам в помощь, конечно же, описание под видео. Так, дальше. Описание под видео у нас всегда выглядит вот таким образом. Сейчас я вам раскрою. Вот так оно у нас выглядит. Как я уже сказала, 44-46 размер, 48, 50-52 и 54 будут присутствовать. Все вот эти вот сложные перечисления, которые я сегодня целый день потратила, не буду я, конечно же, все это зачитывать, вы сами прочитаете. Вот, цельновязанная планочка у нас будет, вы, наверное, уже поняли по модельке, да, на 6 петель платочной вязки. Будет она. И здесь я вот хочу заострить внимание, все-таки хочу заострить внимание, что планка не стягивала полотно, поскольку платочная вязка имеет другую плотность, чем у самого узора, да, надо каждый 4-й ряд вязать укороченными рядами. Каждый 4-й или 5-й ряд, там, смотрите, в зависимости от того, какой плотности вы будете вязать, да? Так, все, с этим тоже все понятно, в принципе. Так, ну а сейчас мы, наверное, приступим с вами к вязанию уже образца, собственно. Узоры легкие, повторюсь, нужно быть внимательным при комбинации вот этих узоров. Все. А так схема позволяет связать, в принципе, среднего уровня мастерства мастеру. Давайте приступим к вязанию образца. Для вязания образца будем набирать 30 петель, девочки. У нас будет несколько схем, да, я уже заостряла на этом внимание. Но в целом у нас будет 3 узора использоваться. Основной узор это 1 и 2. И кокетка вяжется узором 3. Вот эта схема, да. Но это для полочек. Как здесь подход иметь правый-левый, да. И начинаем мы с вами основной узор 1, узор 2. Смотрите, узор 1, значит, у нас идет на 11 петлях. Затем вяжем змейку ажурную на 6 петлях по центру. И еще раз раппорт узора 1. Из этого состоит вот наш образец сегодняшний. То есть мы тренируемся 2 раза вот эти 2 раппортика делать. Так, и затем сейчас свяжем этот раппорт в высоту, он составляет 10 рядов всего, узор 3.
То есть тот, который для кокетки используется. Раппорт у него 7 петель. И я покажу, как перейти от узоров наших основных к кокетке. Здесь тоже свой принцип. Итак, давайте начнем вязать. Набрали 30 петель, да? То есть это 28 плюс 2 кромочные. И вяжем. Первый ряд. Делаем накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой. Я буду делать с наклоном влево. Как вам удобно, девочки. Здесь можно с выделением центральной петли делать. Можно с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, и мне вот удобнее вот так. Тем более по схеме там тоже нарисовано влево. Но это вообще не принципиально, как бы, да, имейте в виду. Затем опять идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. Раппорт узора 1 мы связали. Следующий раппорт у нас узора 2. Так называемая змейка. Высоту 4 ряда составляет. Вяжем 2 изнаночные. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 изнаночные. Связали. У узора 2 у нас раппорт составляет 4 ряда всего в высоту, и он никак не согласуется, не привязывается к узору 1. То есть у него свой цикл жизни. И далее опять идет узор 1, как я и говорил, на 11 петлях. То же самое, накид 4 лицевые. По центру вяжем 3 вместе 1 лицевой. В любую сторону делаем наклон. Так, что тут у нас? Так, и далее опять 4 лицевые, накид, связали раппорт узору. Кромочный мы вяжем изнаночной петлей. Все четные ряды вяжем изнаночными. Вернее, как смотрят петли, поскольку у нас здесь вот эта змеечка, здесь есть изнаночные петли. То есть вяжем, как смотрят петли, накиды вяжем изнаночными. Третий ряд узора 1 вяжем. Лицевая, накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 вместе лицевой по центру. С наклоном влево у меня. Опять 3 лицевые. Накид, лицевая. Раппорт узора 1 связали. Далее вяжем узор 2. 2 изнаночные. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные. Связали узор 2. И далее повтор узора 1 третьего ряда. Самостоятельно. Пятый ряд. Вяжем. 2 лицевые. Накид. 2 лицевые. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее опять идут 2 лицевые, накид и 2 лицевые. Связали раппорт узора 1. Далее идет узор 2. 2 изнаночные. Затем идут у нас 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это змейка. Накид. То есть здесь уже пошел повтор с первого ряда раппорта узора 2. Понятно, да? Это то же самое мы уже вязали в первом ряду. Так, и опять 2 изнаночные. Связали узор 2. Далее у нас идет такой же раппорт узора 1 в образце. Вяжем его самостоятельно. Только что провязали. У нас с вами 7-й ряд узора 1. Вяжем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Лицевая. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт узора 1. Теперь у нас идет узор 2. Повторяем его. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. То есть вы поняли, что здесь идет в лицевом ряду чередование вот такой вот в виде змейки. Да? Наклон у нас 2 вместе то вправо, то влево, то вправо, то влево. И, соответственно, накид. Так, теперь у нас идет второй раппорт узора 1. В 7-м ряду вяжем его самостоятельно.
9 ряд у нас с вами идет. Узор 1. Вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево по центру у нас идут. Снова накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали. Так, это у нас был узор 1. Дальше идет опять узор 2. Змейка. 2 изнаночные. Затем идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 изнаночные. Связали. Ну и дальше идет повтор узора 1. Самостоятельно. Следующий у нас будет сейчас интересовать узор 3. Я обещала вам рассказать, как у нас будет осуществляться переход от основного узора к узору кокетки. Вот. И везде мы вяжем лицевые петли, по сути, да. То есть давайте не будем заморачиваться, вяжем лицевые петли. Должно быть 4 ребра платочной вязки. Вот мы свяжем 4 ребра платочной вязки, а потом посмотрим, что у нас получится. Вяжем самостоятельно 4 ребра платочной вязки. То есть, ну, как бы первый ряд у нас идет лицевые. Вот. Хотя по схеме там все по-другому, но вот, знаете, я просто посмотрела на готовый образец. Все петли мы вяжем, все наши 28 петель. Сейчас в конце одну прибавим, потому что она нам нужна будет для симметрии. Хотите, проигнорируйте прибавку. В принципе, не так это будет страшно выглядеть. Ну, просто будет небольшая нехватка одного узора. Ой, одной петли. Так, связали первый ряд, все лицевые, да? И теперь вяжем второй ряд, тоже все лицевые. Сейчас у нас формируется ребро, да, одно платочной вязки. И так должно у нас этих ребер быть 4 штуки. Связали. Отлично. Так, вот одно ребро уже у нас на лицо видно, да? Дальше опять идет лицевая. И давайте я не буду показывать, вы поняли, да? Все петли лицевые, и пока у нас 4 ребра не будет, вот этих вот ребер платочной вязки, да? Понимаете, о чем я говорю, что за ребро? Новички, если кто не понимает. Вот. И тогда мы с вами встретимся. Все петли и в лицевых, и в изнаночных рядах мы сейчас вяжем лицевыми. Все. Продолжаем самостоятельно. Связали мы с вами 8 рядов платочной вязкой. И давайте свяжем 9-10 ряд лицевой гладью. То есть сейчас мы вяжем просто лицевые петли, 9 ряд. А изнаночный ряд у нас будет 10 по счету. Мы будем вязать изнаночными петельками. До конца ряда провязали. Так, перевернули. И вяжем изнаночный ряд изнаночными петельками. Вяжем 11 с вами ряд. Вяжем следующим образом. Значит, первые 2 лицевые у нас идут для симметрии. И начинается раппорт узор на 7 петлях. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Первый раппорт связали. Второй также вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали второй раппорт. Третий раппорт вяжем также накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Да? И помните, я вам говорила, у нас с вами остается 4 петли для симметрии. Значит, мы вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. У меня получилось 3.
Не знаю почему. Где тут я что прибавила. И, девочки, поскольку у нас уменьшается на одну петлю, здесь раппорт, да, ну, в принципе, можно проигнорировать и провязать 3 лицевые, можно одну лицевую убрать, то есть провязать 2 вместе лицевой, да. То есть я вот не стала выбирать и так и оставила. У нас сейчас получается не совсем симметрично, здесь 2 лицевые, а здесь 3 с этого края. Ну, наверное, это не слишком хорошо. Это я к чему все вам рассказываю. Просто когда вы будете вязать, распределять переход от одного раппорта к другому, да, имейте в виду, что здесь надо, чтобы было симметрично. Ну, чтобы на спинке это красиво смотрелось, понимаете? Поэтому все-таки, это вот сейчас на образце можно так здорово рассуждать. А на самом деле, девочки, избавляемся от этой одной петли. Она особой роли не играет, но она нам некрасиво сделает. Согласны? Все, провязали. Теперь у нас идет с вами 12 ряд. Вяжем, как смотрят петли. Ну, то есть они у нас смотрят все изнаночные, да, в том числе и накиды. Так, у нас получились милые, очаровательные дырочки. И сейчас мы вяжем 13 ряд все петли лицевые, а 14 ряд все петли будут у нас изнаночные. И далее раппорт будет снова повторяться с первого ряда, как мы с вами уже вязали. Платочная вязка, 8 рядов и вот эти вот дырочки очаровательные. Понятно, да? 13 ряд вяжем сейчас все петли. У нас идут лицевые. Сейчас 14 ряд вяжем все петли изнаночной и делаем повтор с первого ряда. Хотела бы, девочки, заострить внимание по поводу перехода от узора, который мы использовали основного, да, на 30 петлях вязали, но по сути в узоре было 28 петель и 2 кромочные. И сейчас у нас также, смотрите, раппорт составляет 7 петель. Да, то есть если мы берем 28 петель узора, мы делим на 4, у нас как раз получается 4 раппорта, да, по 7 петель. Все вроде бы хорошо и гладко, но автор модели рекомендует нам начать не с раппорта, не с начала раппорта, а вот для симметрии, видите, берутся у нас 2 петли лицевые. Ну, вернее, они тут будут вначале идти как платочная вязка, а потом лицевыми пойдут. Значит, вот здесь у нас будут идти петли перед раппортом, 2 добавляются, и последние после нужного n-ного количества раппортов у нас идут 4 петли только для симметрии, чтобы это красиво, гармонично смотрелось. Видите, вот на образце показываю вам. Вот. Тут я одну петлю убрала сразу же, чтобы она не мешалась. Но я вот ее в платочной вязке не убрала, а потом убрала, чтобы показать вам, что некрасиво будет смотреться, если вы оставите эту петлю без изменений. Да? То есть она будет у вас участвовать. Неравномерно будет здесь меньше, здесь больше промежуток лицевой глади. Поэтому сделайте вот как я рекомендую. Так, теперь по поводу платочной вязки. 4 ребра мы будем вязать платочной вязки. То есть я немножко переделала эту схему, потому что я не люблю вязать изнаночные петли, и платочную вязку я всегда вяжу исключительно лицевыми. Да? Можно было при переходе от вот этого узора не вязать последний ряд изнаночный и сразу перейти к лицевыми вязать. То есть вот у этого, если кто меня понимает, у узора 1 и узора 2 не надо было вязать все петли изнаночные, как мы вязали. Да? То есть изнаночный ряд не вязать и сразу вязать по этой схеме лицевыми, вот как оно здесь рекомендуется. И тогда, значит, провязав лицевыми петлями изнаночный ряд, вы как раз попадаете в эту схему. Я так делать не стала, я провязала как положено изнаночный ряд. И при переходе у меня получилось на 2 ряда больше раппорт. Я думаю, что это не сильно портит. Ну вот здесь, видите, неравномерная дырочка получилась, да? Вот, поэтому, ну, в общем-то, здесь это особо никак сильно не влияет, я считаю. Но если делать правильно, то, наверное, так и надо. При переходе от узора 1 к узору 3 мы не будем вязать последний изнаночный ряд в узоре, да, а сразу переходим к узору 3. Тут вот такая вот
идет у нас. И тогда у нас все хорошо, и вот эти дырочки будут по центру располагаться, не как у нас. Так что имейте в виду, я в принципе и так хорошо, но лучше, как у них на схеме. Предусмотрите этот момент. Так, ну все, девочки, давайте сейчас сделаем влажно-тепловую обработку образца. Все, и померяем плотность вязания. Так, девочки, давайте влажную тепловую обработку горячим паром делаем. Так, и вот так вытягиваем. Все, девочки, оставляем сохнуть образец. Сейчас наша задача измерить плотность. Для этого мы измеряем ширину нашего образца, прикладываем обычную линеечку. У меня получилось 15,5 сантиметров ширина образца. И 30 петель у нас участвует в нашем образце. 30 делим на 15,5, получаем 1,9. Запишем, что у нас с вами в одном сантиметре 1,9 петель. Вот. Теперь вертикальная плотность у нас вот так. Итак, считаю, что надо отдельно измерить платочную вязку и отдельно плотность у ажурного узора. Сейчас объясню почему. Значит, тут у меня получается 9. А тут получается тоже 9. Отлично. Так получилось. Тут чуть больше 9,5. Ну, в общем, берем 9, да? 9, и у меня принимает участие 20 рядов. Два раппорта связаны. 20 делим на 9. Получается плотность узора 1 и 2. 2,2 ряда в 1 сантиметре. Я пишу. Значит, плотность в 1 сантиметре по вертикали 2,2 ряда, а у платочной вязки будет другая плотность, девочки. И я сейчас вам это покажу. 7 сантиметров у меня получается. И здесь сейчас скажу, сколько рядов. И у платочной, вот у узора 3 у нас плотность очень большая получается, смотрите, потому что там платочная вязка. То есть у меня 14 рядов шло первый раппорт, на 2 у меня ряда больше получилось, вы знаете, я уже сообщила вам об этом. Плюс 8 рядов я еще платочки связала, да, получилось вот 22, и на 7 получается вот 3, короче, берем 3, троечку. То есть и у узора 3 у нас плотность в 1 сантиметре 3 ряда. Вот такая вот особенность. Мы можем сделать, конечно, среднеарифметическую плотность, да, но оно нам нужно. Мы будем, наверное, все-таки придерживаться того, что мы сейчас с вами посчитали, поскольку довольно обширно у нас много вяжется узором 1 и 2, да, почти там, а это просто кокеточка. Будем учитывать, что кокеточка плотность значительно выше. Итак, сейчас смотрим выкройку, делаем расчеты. У нас вот такая будет с вами классическая, девочки, выкройка. У нас будет цельновязанная планочка, то есть с полочками вместе будет вязаться планочка, а не потом подниматься отдельно. Хотя здесь вариант возможен и такой, да. И сейчас, конечно, я буду очень кратко, потому что очень долго рассказывать. Описание выложено под видео, разжевано там очень сильно. Я сейчас просто вам заострю внимание. Значит, смотрите, это узор 1, образец мы вязали, это узор 2. Это важный момент, я вам сейчас говорю, пожалуйста, обратите внимание. Узор 1, узор 2 в сумме дают 17 петель. У меня это везде будет идти 17 петель. Это очень важная информация, потому что дальше вы тогда запутаетесь и не поймете. Именно идут в той последовательности, которая здесь нарисована. Вначале 11, потом 6. В сумме 17 петель. Понятно, да? Теперь распределяем узоры и количество петель на каждый размер. Первый размер у меня 44-46. У меня 49 сантиметров будет спинка.
и 93 петли она составит. Кто не знает, как это делается, это 49 умножается на нашу посчитанную плотность 1,9. Вот, 93 петли. Понятно, откуда взялись, да? Так, дальше. Распределяем узоры по спинке следующим образом. 6 петель. Первые у нас идут. Это петли узора 2. И далее идут 17 петель 5 раз. То есть 5 раппортов по 17 петель. Вы поняли, 17 петель, вот именно так, как они располагаются, еще раз заостряю внимание, это первый узор и второй в сумме. И вот они у нас так чередуются, скомпонованные 1, 2, 3, 4, 5, 5 раз и кромочная. В сумме это составило 93 петли. Второй размер у нас 48. Эта ширина будет спинки 51,5 сантиметров, и это 98 петель. Распределение узоров следующим образом. Начинаем с кромочной, да, ну тут тоже с кромочной, кстати. И далее вяжем 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 17 петель. И далее еще добавляем 1 раппорт узора 1. Вот этот. На 11 петлях. В сумме составит 98 петель, но и кромочные. Второй размер спинка. Это 50-52 будет размер. Это будет 58 сантиметров ширина спинки и в сумме 110, и это 110 петель. Узоры распределяем следующим образом. Также 6 петель узором по схеме 2. Дальше идут 6 раппортов по 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 раз мы повторяем вот эти узоры. 1 и 2. Все это в описании есть. Просто чтобы вам было наглядно понятно, как мы распределяем узоры. Для 54 размера у нас 60,5 сантиметров спинка, ширина. И это 115 петель. Распределяем узоры следующим образом. 17, 6 раз по 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 раппортов по 17 петель. Завершается вязание у нас узором по схеме 1 на 11 петлях. Ну и, соответственно, кромочной. И это в сумме 115 петель. Понятно. На проймы, на все размеры, девочки, я не стала заморачиваться. Конечно, на большие размеры надо глубже делать пройму, но здесь я сделала 9 петель. Кокетка вяжется по схеме номер 3. Вот этот узор 3. Вот, и про особенность я вам рассказывала. Начинаем, да, вот с 2 петель, как на схеме, заканчиваем 4, как на схеме. 1 петля будет лишняя, убираем ее там. Ну, в общем, вы смотрите там по обстоятельствам, как у вас получится, да. Все-таки там надо тоже это все внимательно просчитать. У меня просто сил уже не хватило. Я с полочками тут тоже промучилась и так далее, с рукавами. Вот, поэтому вот так будет у меня. С этим узором при переходе кокетки, в принципе, можно не заморачиваться. Там платочная вязка и вот эти дырочки. Ну, если бы дырочки вдруг окажутся несимметричными, ничего страшного, мне кажется, не произойдет. И так красиво. Так, но это мое личное мнение. Кто очень тонко подходит к деталям, обязательно сделайте тонкий расчет. Узора 3. Так, переход, повторяю, к узору 3 на уровне вот нашей проймы. У спинки мы все петли закрываем одновременно, то есть здесь мы не вывязываем вырез горловины по спинке. На плечи у нас приходится 18 первый размер, 22 размер, 25 третий и 4 размер, 27 петель. Понятно. Теперь перехожу сразу к планке. Планочка у нас для первого размера схематично выглядит вот таким образом. Распределение узоров. Значит, это правая планка. Начинаю я сразу для всех размеров повторюсь, что 6 петель это платочная вязка, это наша планка идет. И далее идут узоры. Значит,
кромочная, планка, потом идут узоры. 2 раппорта по 17 петель и узор 1, 11 петель. В сумме это дает у нас 47 плюс 6, 53 петли. Для второго размера, 48. Нет, ну это... Так, на планке, правая планка также, значит, идет 6 петель планка, платочная вязка вяжется, затем 6 петель узором 4, затем 6 петель узором 2, 2 раппорта по 17 петель, кромочная, все заканчивается. Для третьего размера полочка, тоже правая, планка на 6 петельках, узор 4 на 6 петельках, узор 2 на 6 петельках, 2 раппорта подряд по 17 петель и заканчивается 11 петлями узора 1. И для третьего размера, 54, у нас все так же начинается с планки. Затем идет узор 2 на 6 петельках, 3 раппорта подряд по 17 петель и кромочная, соответственно. В сумме 65 петель. И здесь тоже 65 петель вместе с планкой. Планка, не забываем, вяжется платочной вязкой. Левая полочка вяжется зеркально, правая, вы это увидите. Теперь про рукав и про распределение узора рукава. Смотрите, девочки, рукав у нас на все размеры 59 петель. Вяжется, каким образом у нас распределяются узоры. Значит, у нас там идут с вами 17 на 3, это 51, да, плюс я добавила 6 петель справа. Получается 57 плюс 2 кромочные. Вот так складывается 59 петель. Схематично это вот так будет выглядеть. 6 петель узором 2, затем по 17 петель наша комбинация узоров 1 и 2 и кромочная, соответственно. Вот так мы начали, связали 5 сантиметров приблизительно в высоту, и далее у нас идет скос, переход на узор 3 рукава, вот, и скос одновременно формируем, да. У узора 3, помните, мы определили плотность в 1 сантиметре 3 ряда. Получается, что если у нас здесь, конечно, индивидуальная мерка будет, рост у нас у всех разный. Я беру стандартную мерочку, то есть я беру 30 сантиметров вот здесь, от 5 сантиметров конкретно для скоса, когда мы перешли к узору 3. И это будет 90 рядов. Смотрите, самой широкой части рукавчика у меня 71, 71, 77 и 77 петель. Это на наши 4 размера, соответственно. Вот. И как я определила скос, сколько петель по скосу. Я из большего числа 71 отняла 59, у меня получилось 12. И как у нас их 2 скоса, на каждый скос по 6 петель надо прибавить. Чтобы их прибавить равномерно, надо 90 разделить на 6. Получится 15 рядов. То есть в каждом 15 ряду мы делаем прибавку. Да? Соответственно, и для других 2 размеров также считаем 90 на 9, в каждом 10 ряду прибавка. Окат рукава формируем по выкройке в натуральную величину, либо по расчетам теоретическим. Ссылочка будет под видео, девочки. Все описание, насколько я смогла, я выложила под видео. Возможно, что-то там очень сложное было модель, потому что здесь, как вы видите, очень много сочетаний узоров, поэтому будьте внимательны. Сложность, скажем так, выше средней, поэтому начинающим даже браться не стоит за такую красивую и элегантную моделечку. Надо немного поднабраться опыта, тогда у вас, девочки, конечно же, все получится. Ну а те, которые умеют уже достаточный опыт, я думаю, мои наработки будут полезны. Возможно, вам, конечно, там под свои размеры что-то подгонять придется, но в целом вы мою логику, я надеюсь, уловили, как я рассуждала, когда распределяла узорчики. Да? Смотрите описание под видео. До новых встреч. Желаю вам, девочки, удачи.